Мы продолжаем разговор о Майолике, который мы начали в замечательном флорентийском музее Барджелло. Но поневоле в рамках этого разговора мы должны были выйти за пределы музея, потому что говорим мы не столько о том, что есть в Барджелло, сколько о том, что сделали мастера, которые есть в Барджелло. А для этого мы были и в Вене, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Разговор этот получился более длинным, чем я планировал. Я-то думал, что у меня получится 1 или 2 фильма о Майолике, но это уже 4-й, 5-й практически готов, и в планах еще 3 или 4. Потому что мы поговорили о мастерской Фонтана, мы поговорили о том контексте, в котором все это производилось в Урбино. Этот фильм о Франческо Дурантино и его мастерской. Следующий будет о Никколо да Урбино, а там еще Занто. И говоря о Майолике, невозможно ничего не сказать о семействе Делла Роббиа. Поэтому вот получилось несколько больше, чем я планировал. We continue our conversation about Majolica. We started it at Bargello in Florence, but inevitably had to go beyond this wonderful museum because we talked mostly not about what is on view at Bargello, but about what masters have done that are on view in Bargello. So that's why we went to London, we visited New York, Vienna. Initially I planned to have 1 or 2 films about Majolica, but this one is number 4. Number 5 is almost ready, and I have plans for at least 3 or 4 more. We already talked about Guido and Orazio Fontana. We talked about the context in which all this Majolica was created in Urbino, and actually why Urbino became such an important art center in 16th century. But we need to talk about Francesco Durantino, it's this film. We need to talk about Niccolo da Urbino, the next film. We need to talk about Zanto, and we can't complete the conversation of Majolica without talking about Terracotta and the Della Robbia family. So bear with me, it'll be a few more films. В предыдущем фильме мы подробно обсуждали, почему маленький Урбино стал центром производства Майолики в XVI веке, да и вообще одним из главных центров эпохи Возрождения. Как Урбино смог конкурировать в этом с самой Флоренцией? Сегодня мы продолжаем разговор о Майолике из Урбино, в частности, о Майолике стиля историато. Мы довольно много говорили о мастерской Гвидо Фонтана, но она была далеко не единственной мастерской Майолики в Урбино, работавшей в стиле историато. Сегодня мы будем говорить о других мастерах из Урбино того времени. Начнем, как всегда, с замечательного флорентийского музея Барджелло, а дальше видно будет. Одним из наиболее плодовитых, так сказать, мастеров Урбино был Франческо Дурантино. Это был человек, так сказать, сложной судьбы. Родился он, понятно, в Кастелдуранте, как и Гвидо Фонтана, учился в Урбино, потом работал в Риме, в Савойе. В какой-то момент он обанкротился, уехал в Перуджу, и вот этот контейнер для охлаждения вина создал там. Точнее, в городке рядом с Перуджей, Монте-Баньоло. Это одно из самых интересных произведений искусства в области Майолики историато в XVI веке. Изображены здесь любовные сцены из жизни морских богов.
Эротическое, а порой и вполне откровенное изображение, так сказать, плотской любви присутствовало в искусстве с древних времен. Ничего человеческое, так сказать, нам не чуждо. И этот контейнер для охлаждения вина – живой тому пример. И, конечно, Франческо Дурантино был не единственным мастером в Урбино, создававшим майолику такого плана. Вот, например, тарелка, сделанная в мастерской Гвидо Фонтана, о котором мы подробно говорили пару фильмов назад, явно, так сказать, эротической направленности, и, как часто бывает, сделана она как цитата из другого произведения искусства. В данном случае явно вот из этой гравюры. Ну вот, контейнер этот тоже из коллекции великих герцогов тосканских, но как он попал в Барджелло, неизвестно. Вот еще один контейнер для вина, созданный Франческо Дурантино. Находится он сегодня вот в этом знаменитом музее. У меня, правда, с ним неприятное воспоминание связано. В последний раз я немного задержался в музее и не успел вернуться к машине до окончания разрешенного времени стоянки. Возвращаюсь, машины нет. Утащили. Пока я ее нашел, пока заплатил штраф, а они, конечно, не торопятся, а я опаздывал на самолет, а еще машину сдавать, она же рентованная. В общем, нервотрепка была ужасная. Но на самолет успел. Темы для росписи, как мы видим, самые разные. Здесь, например, изображены две битвы, одна на суше, другая на море. Битвы знаменитые. На суше это битва между Константином и Максентием, известная в истории как битва на Мельвийском мосту. Это к северу от Рима, хотя сейчас это уже практически город. Знаменита она тем, что именно после этой битвы или перед этой битвой, или в результате этой битвы Константин перешел в христианство вместе со всей Римской империей. Версий этого перехода несколько, все они больше похожи на красивую сказку, потому что, согласно фактам, Константин, похоже, перешел в христианство только в конце жизни, хотя его мать, святая Елена, была истовой христианкой. Вот ее очень красивый порфировый саркофаг в музеях Ватикана. Это мне повезло, был конец дня, обычно вокруг просто тучи народу. Ну вот, а битва на море – это потопление флота троянского героя Энея, прародителя римлян, злобной богиней Герой, женой Зевса. Мы с ней уже встречались. Ей очень не хотелось, чтобы Эней основал новую Трою в Италии. Но достаточно, наверное, об этой работе Франческо Дурантино. Вот еще один вайн-кулер. Когда-то он был частью коллекции Салтыковых, они продали его в 1861-м. Изображена здесь библейская тема исхода. Моисей и ведомые им израилиты на берегах Красного моря. За ними гонятся войска фараона, которые тонут в бурных водах моря. Как мы помним, библейские, исторические и мифологические сюжеты – это основные, так сказать, темы майолики историато. Боковая поверхность тоже обычно очень интересно расписывается. А здесь еще нужно обратить внимание на обрамление, вот все эти пояски. Замечательно. Следующий сосуд для охлаждения вина тоже из V&A, на сей раз на мифическую тему. Об этом мифе пишут и Гесиод, и Овидий. В общем, когда мы говорили о майолике Гвидо Фонтана,
мы обсуждали, так сказать, несколько сюжетов, связанных с похождениями Зевса. Ну или Юпитера, зависит от того, мы в Греции или в Риме. Там это было связано с Ио, а здесь с нимфой Каллисто. Она была одной из девушек в свите Дианы, ну или Артемиды, в зависимости от географии. Зевс в нее влюбился и проник к ней под видом Дианы. Ничего не подозревающая Каллисто улеглась с ним спать, и это событие некоторым образом не прошло для нее даром. Когда Диана обнаружила, что Каллисто беременна, она выгнала ее. Но для злобной Геры, жены Зевса, этого было недостаточно. Тем более, что Каллисто родила сына. Гера превратила Каллисту в медведя, а потом подстроила так, что ее собственный сын должен был ее же и убить, в виде медведя, во время охоты. Зевс ее от этого спас, отправив на небо в виде созвездия Большой Медведицы. Так что, когда мы смотрим на самое, пожалуй, знакомое нам созвездие, это и есть несчастная Каллисто. Это не единственный небесный объект в ее честь, так сказать. Одна из лун Юпитера названа ее именем. И один из астероидов. Так вот здесь в центре и запечатлен момент, когда Диана вдруг видит, что одна из ее девушек беременна. Конечно, не только контейнеры для вина создавал Франческо Дурантино, вот его тарелка на тему убийства Пелия его дочерьми. Это еще один древнегреческий миф. Пелий – это тот самый царь, который послал своего племянника Езона за золотым руном. Мы подробно говорили о путешествии Езона в одном из фильмов. Но смерть Пелия была ужасной, я не буду ее пересказывать, желающие могут найти ее сами. Тарелка эта подписана и датирована. Но с этой тарелкой есть проблемы. Во-первых, в музее неправильная табличка, а во-вторых, что более важно, некоторые специалисты предполагают, что это не Франческо Дурантино, а Орацио Фонтана, о котором мы уже подробно говорили. Вот интересная тарелка. Рассказывается здесь история Кефала и его жены Прокриды из древнегреческой мифологии. История там очень сложная, взаимная, спровоцированная неверность, не без происков богов, в частности Эос, или Авроры, в зависимости от нашей географии, да, которая влюбилась в Кефала, похитила его, и так далее. Этика у греческих богов была еще та, но мы договорились не оценивать этику давних времен по нашим правилам. Это методологически неверно. Для несчастных Кефала и Прокриды закончилось это все очень плохо, потому что случайно на охоте муж жену убил. Греческие мифы – вещь кровожадная. Вот на этой тарелке Франческо Дурантино показывает несколько сцен из их истории. На этой тарелке Дурантино сцены из жизни Психеи. Сцен этих 3, как мы видим. Там тоже запутанная история, мы не будем в нее входить, тем более, что часть этой истории, история любви Амура и Психеи, известна всем. А показал я эту тарелку вот почему. Существует гравюра Агостино Венециано, с которой композиция этой тарелки и взята. А Венециано, в свою очередь, позаимствовал ее у Рафаэля. Теперь, все мы знаем, кто такие Сцилла и Харибда, да? Геркулесовы столбы, вход из Атлантического океана в Средиземное море.
Сцилла – это страшное чудовище, грозящее смертью всем, кто рядом проплывает. Одиссей с ней познакомился. А ведь была красивой девушкой. Что ж случилось? А случилось, как всегда, любовь, только по версии греческой мифологии. Любила Сцилла купаться, и увидел ее купающейся такой русал, человека-рыба, по имени Главк. Стал он звать ее в жены, она таким чудовищем не прельстилась, убежала. Он к ведьме, такой злой волшебнице, Цирцея звали. Приворожи ее, мол. А ведьма возьми, да и сама влюбись в Главка. А зачем я все это рассказываю-то? Да потому что следующая тарелка Дурантино, Франческо Дурантино, именно на эту тему и есть. Главк и Сцилла. Так вот, влюбилась Цирцея в Главка, бросай, говорит, свою Сциллу, приходи ко мне. На что Главк ответил красиво. Скорее деревья вырастут в море, говорит, а водоросли на самой высокой горе, чем разлюблю я мою Сциллу. Красиво-то оно красиво, но только со злыми волшебниками как-то, наверное, иначе надо. Потому как Цирцея, озлившись, взяла да и превратила Сциллу в то, что мы сейчас про нее знаем. Вот такая грустная история и снова из греческих мифов. Еще одна тарелка Дурантино на темы древнегреческой мифологии – Аполлон и Музы. Все, что связано с Аполлоном, было очень популярно с древнейших времен, и во времена Ренессанса и позже эта тема очень часто использовалась. Вот несколько примеров только из живописи. Все 9 муз могут быть отождествлены, хотя на тарелке Дурантино сделать это, наверное, непросто. Дурантино создал эту тарелку, когда он работал в мастерской у Гвидо де Мерлина, одного из самых известных мастеров майолики в Урбино. Мы с ним еще встретимся. А вот несколько работ Франческо Дурантино на темы, которые мы уже обсуждали. Например, «Рождение Адониса». Мы уже говорили о Мирре и ее преступной связи с отцом, опять же по наущению богов, о рождении Адониса от этой связи, о ее превращении в дерево. Все это мы уже обсуждали, как и конец Адониса. А вот эта тарелка Франческо Дурантино на ту же тему навеяна, так сказать, фресками на замечательной вилле в Пезаро, которую построили, точнее перестроили де ла Ровере в самом начале своего правления. Подробно обсуждали мы и историю Леды и Лебедя, и вот тарелка Дурантино очень похожая по композиции на его же тарелки, которую мы обсуждали в связи с тарелкой Гвидо Фонтана. Знакомы мы и со следующим сюжетом. По подсвечнику из сервиза, сделанного для Ан де Монморанси, да? Еще одна знакомая тема – великодушие Сципиона. Тоже очень популярная, несколько тарелок Дурантино создал на эту тему. Вот это тоже в мастерской Мерлина, как считается. Она весьма необычна. Здесь такой интересный ободок, который с одной стороны не похож, а с другой стороны предвещает тему, которую мы будем рассматривать после майолики Историато. Это Рафаэль Лески. Еще одна тарелка Дурантино на похожую тему – Сципион воодушевляет свои войска. Обратим внимание на обилие синего цвета здесь и на нескольких других его тарелках. А ведь синяя краска была практически самой дорогой. Кроме того, здесь архитектура довольно необычна. Я бы сказал, даже неожиданно.
Уж больно она детальна и точна для майолики. Эта тарелка подписана. Вот интересная вещь. Это, так сказать, чаша для бульона с крышкой, которую подносят роженице, счастливо разрешившейся, чтобы поддержать ее после родов. Такие наборы не редкость, они есть во многих музеях, вот, например, еще один. Это замечательный мастер из Урбино Занто, о котором мы уже упоминали несколько раз и о котором надо говорить подробнее. Великолепно расписанные тарелки, сосуды всякой формы, контейнеры для вина. Долгим получился разговор о Франческо Дурантино, но, мне кажется, мастер того заслуживает. Ну и раз мы уж несколько раз упомянули о Гвидо да Мерлино, надо бы напоследок поговорить хоть чуть-чуть и о нем. В 362 году до нашей эры случилось в Риме землетрясение. Огромная трещина появилась прямо посреди форума, пугая всех римлян. Явно бог подземного царства Гадес что-то от них хотел. И тогда молодой римский воин Маркус Куртиус прыгнул в эту расщелину, и она закрылась. Вот тарелка на эту очень популярную в Италии тему была создана в мастерской Мерлино. Она подписана. А вскоре огромное тондо на эту же тему написал Веронезе. Вот еще одна работа, на этот раз на мифологическую тему. Лето, очередная любовница Зевса, совершенно неугомонным был. Родила ему двоих детей – Аполлона и Артемиду. А у ее подруги Необеи было их не то 12, не то 20, по разным версиям. И стала Необея похваляться этим перед Лето. А той и так было нелегко. Она едва разродилась из-за гнева Геры, жены Зевса. Пожаловалась она детям, и те, Аполлон и Артемида, убили всех детей Необеи, а заодно их учителя, а также кормилицу, ну, а какая разница? И ни мольбы несчастной матери, ни возраст детей не помогли. Я же говорю, древнегреческие мифы – это такая кладезь жестокости. Но не будем судить древних согласно нашей этике. У них была своя. Вот этот зал в Уфице так и называется – зал Необеи. А эта фреска найдена в Помпеях. 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры. Вот эта сцена убийства и отражена на тарелке Гвидо да Мерлино. Следующая тарелка тоже на военную тему. Осада города, римский лагерь. Слева солдаты сидят за столом у своей палатки. Изображена здесь, по-видимому, осада Рутули римскими войсками Тарквиния, которая описана Ливием. Здесь интересно вот что. Перед их палатками, перед шатрами видны пушки. Хотя, понятное дело, пушек во времена римлян было немного. Да и архитектура гораздо более поздняя, средневековая. Так что здесь поработала богатая фантазия Гвидо ди Мерлино или кого-то из его мастерской. Я, кстати, говорю попеременно Гвидо ди Мерлино и Гвидо да Мерлино, просто потому что встречается и то, и другое, хотя правильно Гвидо ди Мерлино. Ну вот, еще одна тарелка, тоже на военную тему. Здесь битва в самом разгаре, смешались в кучу кони, люди. Израилиты, руководимые Иисусом Навином в битве, в той самой, когда Всевышний по просьбе Иисуса Навина на 3 дня остановил солнце,
чтобы успешная битва могла закончиться полной победой. Здесь тоже и архитектура гораздо более поздняя, и кавалерия, которой тогда не было, во всяком случае у израилитов. Такая некая современная адаптация событий. Следующая тарелка тоже очень интересна в этом отношении. Святой Петр излечивает расслабленного, то есть человека, который не мог ходить. Это одно из чудес, совершенных святым Петром. Мы знаем, что это святой Петр не только по описанию, но и по цвету его одежд. Каждый святой во времена Ренессанса имел, так сказать, свой цвет. Так вот, синий и желтый – это цвет одежд святого Петра. Интересно здесь вот что. За несколько десятилетий до создания этой тарелки Рафаэль создал несколько картонов для гобеленов, которые должны были висеть в Сикстинской капелле. На одном из этих картонов и изображена эта сцена. Правда, на тарелке она зеркально отражена, а все потому, что по картону Рафаэля были сделаны гравюры, насколько я помню, Пармиджано, а потом уже по гравюрам Пармиджано появилась вот эта гравюра, зеркально отраженная. Вот так ее и изобразил Гвидо ди Мерлино. Но здесь еще одна вещь интересна. На гравюре, да и на картоне Рафаэля, все колонны Соломоновы. Здесь же, на тарелке, только одна колонна Соломонова, все остальные, и колонны, и пилястры, обычные. Я вот так и вижу эту сцену. Молодой мастер делал роспись в мастерской Гвидо ди Мерлино, написал обычные колонны, чтоб попроще было, побыстрее, кто там заметит. И тут как раз мимо проходил Гвидо ди Мерлино. Ну что это такое? Детский сад. Ты не видишь, что здесь колонны Соломоновы? Я понимаю, что Соломонову сложнее рисовать, но ты же опытный мастер. Ну ладно, эту не переделывай, но последнюю сделай как надо. Так мне видится эта сцена. Я просто видел подобное в подобных случаях. Конечно, не только тарелки производились в мастерской Гвидо ди Мерлино. Вот, например, интересная вещь с носиком в виде рыбной морды. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о Франческо Дурантино. Следующий фильм о Никколо да Урбино, которого называли Рафаэлем Майолики. That's everything about Francesco Durantino. The next film will be about someone who was called Raphael of Majolica, Nicola da Urbino.